Рассказывают, что, воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов, а потом он странствовал, подчиняя себе всю землю и совсем не нуждаясь для этого в оружии, ибо большинство людей он склонял на свою сторону, очаровывая их убедительным словом, соединенным с пением и всевозможной музыкой. Осирис, по известным нам древнеегипетским верованиям, считался богом загробного мира, богом воскрешения. Не будет преувеличением сказать, что практически вся египетская мифология построена вокруг этого божества и его сына Гора. Все египетские тексты, начиная от текстов пирамид, через множество преданий и книгу мертвых до конца существования цивилизации Древнего Египта, упоминают его имя. Полноценного предания о жизни Осириса со всеми деталями до сегодня не найдено, и все, что мы знаем, было собрано из многочисленных источников по отдельным эпизодам. Вероятно, поэтому исследователь древности встречает в рассказах о жизни Осириса много несоответствий. К примеру, из одних источников известно, что брат Осириса Сет, который убил его, чтобы получить власть, расчленил тело на 14 частей, а по другим преданиям на 42 части, по количеству номов Древнего Египта. По одной из версий, Исида воскресила Осириса, собрав и соединив части его тела, при этом нет никаких сведений о том, где и как ей удалось разыскать эти части. По другой, Сет обманом заточил Осириса в сундук, обмазал смолой и утопил, как в пушкинской сказке о царе Салтане. Исида его разыскала и даже смогла зачать от него ребенка, бога Гора, а уж потом зловредный Сет похитил тело Осириса и, разрубив его на части, захоронил по всему Египту. Но все эти предания сходятся в том, что Исида, сестра и супруга Осириса, смогла его разыскать, оживить, зачала от него и родила Гора, бога с головой сокола, который стал первым фараоном Египта. Существуют разные версии того, где именно были захоронены Сетом части тела Осириса. Принято считать, что голова бога была захоронена в Абидосе, в самом древнем культовом месте Египта, в сооружении, называемом Осирионом.
Ноги были похоронены в Бусиросе, в поселении, которое находилось в Нижнем Египте, в районе дельты Нила. Также считается, что остров Филе в Верхнем Египте, где изначально до постройки Асуанской плотины в 70-х годах прошлого века находился знаменитый храм Исиды, почитался как место погребения Осириса, но про части тела в преданиях не упоминается. Сегодня храм стоит на острове Агилкия, куда он был перенесен для спасения от затопления и заново сложен. Одним из мест погребения Осириса считается и плато Гиза, знаменитая своими могучими пирамидами и сфинксом. А само место сегодня именуется шахтой Осириса. В 1837 году на карте плато Гизы, нарисованной британским египтологом и инженером Джоном Перрингом, к востоку от пирамиды Хефрена была отмечена неизвестная гробница, обозначенная как «гробница номер 1». Селим Хасан, археолог родом из Египта, в 1933-34 годах работавший на плато Гизы и сделавший множество открытий, в своем отчете описывает, что при очистке процессионной дороги, ведущей от храма возле Сфинкса к пирамиде Хефрена, обнаружил шахту, которая была прорублена под самой дорогой вглубь скального основания. Подробно исследовать ее археолог не смог, так как самый нижний уровень был затоплен водой. Вода все время поступала и затапливала зал, и Селим Хасан с этим ничего не смог сделать. После этого местные жители и работники начали использовать эту шахту в качестве источника чистой питьевой воды. На долгие годы это место было забыто. Новые подробности стали известны из отчета египтолога доктора Захи Хавасса, который летом 1999 года начал раскопки таинственного подземелья. Было обнаружено, что в скальном известняковом основании вырублено 3 отдельных вертикальных шахты с прилегающими помещениями. Последнее, самое нижнее помещение, было затоплено водой. Приглашенные Захи Хавасом инженеры установили насосы и начали постепенно откачивать воду, постоянно контролируя состояние стен, чтобы они внезапно не обрушились. Сама шахта, скрытая от глаз туристов, находится на 300 метров восточнее пирамиды Хефрена, под процессионной дорогой, сложенной из громадных известняковых блоков. Спуск в первую вертикальную шахту начинается с небольшого горизонтального прохода, прорубленного сквозь скалу под дорогой. Эта шахта глубиной 9,6 метров и шириной 2,6 на 3 метра ведет в помещение, сориентированное по оси север-юг.
Грубо вырубленные стены имеют длину 8,6 метров, ширину 3,8 метра и высоту 2,7 метра. Ближе к северному концу этого зала находится самая глубокая вертикальная шахта, ведущая вглубь скалы на 13,2 метра, и ее ширина 1,9 на 1,9 метра. На дне этой шахты находится загадочное помещение с 7 нишами. Эта прямоугольная комната имеет размеры 6,8 на 3,5 метра и высоту 2,5 метра, и так же как верхняя, она ориентирована по оси север-юг. Потолок и стены помещения второго уровня сохранили на себе следы грубой обработки. Следов какой-то однозначно машинной обработки не выявлено. Семь ниш имеют размеры 2-2,5 метра в высоту, 2,5-3 метра в глубину и от 1,5 до 2,5 метров в ширину. В помещении с нишами было найдено множество предметов, которые были датированы 7-м столетием до нашей эры, периодом 26-й династии. В юго-западной нише было найдено углубление в скальном основании, которое предположительно было накрыто базальтовой крышкой, но сегодня ее уже нет на месте. В этом углублении археологи нашли человеческие останки, фигурки ушепти и фрагменты керамики. В двух других, восточной и западной нишах, находятся саркофаги, чем-то напоминающие те, что находятся в Серапиуме, но более скромных габаритов. Кстати, есть бороздочки, видела? Не, я туда не смотрела. Смотри, они короче, вот такую имеют ориентировку, например, одинаковую.
Наискосок, да? Но не идеально, да. Общее прослеживание такое, но не идеально ровно. И вот здесь на крышке тоже следы чего-то. Чего-то. Ну, это просто текло что-то по нему, а следы вот эти вот, обработка вот так идет. Вот. На крыше тоже общую ориентировку они имеют вот такую вот. Вот. И вот знаешь, что интересно? Ой, слушай, такое? Ничего. Интересный еще момент такой, что они оба треснули. Саркофаги изготовлены из базальта, что доказывает и эта фотография образца, сделанная с помощью электронного микроскопа. Саркофаг в западной нише обработан более качественно, чем тот, что находится в восточной, хотя по качеству обработки все равно не идет ни в какое сравнение с теми, что стоят в Серапиуме. Оба саркофага по габаритам приблизительно одинаковы и весят по расчетам от 5 до 7 тонн. Их крышки сдвинуты и дают возможность осмотреть саркофаги изнутри. Интересная деталь, которая в отчетах отсутствует. Стенки саркофагов практически полностью покрыты остатками темного масла или смолоподобного вещества. Известно, что некоторые саркофаги Серапиума были заполнены битумом при их обнаружении. Возможно, что и в шахте Осириса использован такой же материал. В западной нише в саркофаге были также найдены ушепти и обломки керамики, а рядом с другим саркофагом нашли человеческие останки. В северо-западной нише в стене виден обширный участок оксида железа неизвестного происхождения. Много увидели трещин, которые без источника железа заполняются железными окислями. Это говорит о том, что наверху стояло некое оборудование, которое все перегнило и заполнило весь этот слой до нескольких десятков метров. Мы же на глубине 30 метров. Это не просто руда, это обогащенная руда. В юго-восточном углу помещения находится ниша с третьей, последней вертикальной шахтой. Шахта имеет глубину 7,5 метров и ширину 1,9 на 1,6 метра.
На дне этой шахты находится, пожалуй, одно из самых интересных и загадочных мест Гизы, так называемая гробница Осириса. Мы сейчас находимся ниже поверхности Земли на 33 метра, к западу от шахты, в большом квадратном помещении со сторонами по 9 метров. Стены грубо вырубленные и сильно эродированные. Именно здесь грунтовые воды не давали археологам работать, и приходилось постоянно откачивать воду. К сожалению, вода, хоть и не такая высокая, и сегодня не дает возможности увидеть саркофаг в центре зала. Вода, заполняющая зал, если не брать во внимание мусор и обломков дерева на поверхности, удивительно чистая и прозрачная. Вот он там идет оттуда, видимо, их продолжали. Нет, разбивать. Здесь саркофаг наш. Саркофаг здесь. Смотрите, чтобы он не спускался. Саркофаг находится в углублении, посередине островка размером 6 на 6 метров. Островок окружен желобом с водой в форме русской буквы «П». Это просто сказка, я не верю. Так, здесь вода стоит. Не грязная вода, в общем. Очень даже чистая. Да, это островок, а здесь идет глубже. По углам островка сохранились остатки 4 квадратных в основании колонн. Из отчета о раскопках Захи Хаваса известно, что крышка саркофага была обнаружена в стороне от него, возле спуска в помещение. Саркофаг качественно изготовлен из гранита и имеет вес около 7 тонн. Посветите его, может, получится? Крышка. А где он сам там? Он еще и засыпал. Она стоит на саркофаге. Саркофаг такой, как в Сирапе. Ну, приблизительно такого же. Полукруглый. С одной стороны, с другой стороны не видно. Полным водой.
Когда откачали воду из помещения, археологи обнаружили в саркофаге человеческие останки, несколько амулетов и куски керамики, часть которых была датирована периодом 6-й династии Древнего Царства. Он полукруглый. С одной стороны, с другой стороны не видно. Заполнен водой. Ну, здесь, видимо, эти все бревна, что пытались вытащить. Так, оно пишет? Пишет. Отлично, отлично пишет. Ну, здесь видно, очень, а ну посвети наверх. Нет, так. Да, где-то есть. В северо-западном углу этого загадочного зала был обнаружен узкий тоннель, в который исследователям удалось запустить специального робота с видеокамерой. Робот прошел около 21 метра, но дальше путь был перекрыт глиной, так что исследования на этом и закончились. Выяснилось, что тоннель направляется в сторону Великой пирамиды, но доходит ли до нее, пока неизвестно. Ее, видимо, не продолжили вырубать. Попробую подойти чуть-чуть поближе. На основании всех находок официальная египтология сделала вывод, что эта шахта – ложная гробница, так называемый кинотаф Осириса. Предполагается, что изначально она была вырублена во времена Древнего Царства, а потом использована повторно в эпоху Нового Царства, когда Осирис стал важным божеством в Гизе. На эту идею египтологов натолкнуло то, что некоторые из найденных амулетов имели форму бога Осириса. А кроме того, возле пирамиды-спутницы Великой пирамиды, именуемой G1, которая во времена правления Птолемеев именовалась гробницей Исиды, была найдена так называемая инвентарная стела с текстом, в котором говорится, что эта пирамида находится к северо-западу от дома Осириса. А исследуемая шахта расположена именно в том направлении, где должен быть дом Осириса. Но на эту гробницу есть и другие претенденты. Геродот рассказывает, что в похожем месте, на островке, окруженном водой, похоронен фараон Хеопс, официальной гробницей которого при этом считается Великая пирамида, носящая его имя. Уже археолог Салим Хасан отметил, что подобные шахты использовались под гробницы в саисском периоде, 7-6 век до нашей эры, когда возобновились традиции Древнего Царства и плата Гиза стала снова использоваться как некрополь. Нельзя не провести параллель между шахтой Осириса и подземной камерой под Великой пирамидой, где на дне камеры также находится колодец, дно которого не было никогда расчищено до конца. Это засыпано, она была намного глубже. Эта шахта. Возможно, вода вообще играла в Гизе ключевую роль, как и в Осирионе.
Давно известно, что все плато под пирамидами изрыто глубокими колодцами, многие из которых соединены между собой, образуя многокилометровую систему, хотя сейчас они пусты, так как грунтовые воды находятся ниже их уровня. Этому есть причина. Со времени появления Асуанской плотины сезонные разливы Нила регулируются, и уровень воды практически не меняется. Что касается шахты Осириса, то, по-видимому, чистая вода туда поступает из какого-то другого родника. Cannot rest upon my chest, there lies the sea of fears, of children's screams, forsaken dreams, of oceans full of fears. I cannot hide, I stroll the night to wipe a smell of you. Ну вот смотри, оба примерно одинаково, да, видела? Вот в одном трещина идет по низу, и в том точно так же. Почему? Уронили на последнем метре. То есть это может быть в процессе опускания вниз, да? А вот эта вырубка именно для того, чтобы как из вертикального положения саркофаг перевести в горизонтальное. Подрыли. Да. Иначе бы у них не хватило этого разворота, потому что очень низкая высота вот здесь вот прошел. Ну да. Вот они его уложили по диагонали. И дальше уже затащили туда. Вот эта вот вырубка была специально, чтобы занести саркофаг. Тоже же, небось, перли-то откуда? Это тоже, Серапеума. причем одинаково они вот так вот по кругу, по нижней части трещины идут. Ну, то есть, возможно, его уронили на скажем, роняли на угол. У него и геометрия вся ушла. Вот на этот угол у них тоже не хватило. Так же, как и в Серапеуме. Может, это какой захват был, и он откалывал все время этот кусок. А чего не хватило? Таких материала не хватило, когда кубик вырубали изначально. Вот этот угол, там есть сбитое, а есть просто нехватка материала. И у него геометрия поэтому поплыла. Если ты посмотришь, у тебя не прямоугольничек. Интересное наблюдение. Cannot rest upon my chest, there lies the sea of fears, of children's screams, forsaken dreams, of oceans full of fears. I cannot hide, I stroll the night to wipe a smell of years, and shadows round when I would drown, I dance with wicked mares. I cannot rest upon my chest, there lies the sea of fears, of children's dreams, forsaken dreams, of oceans full of tears. Cannot hide, I stroll the night to wipe the smile of years, when shadows round when I would drown.